Рада всех приветствовать на канале. Сегодня хочу показать вам, как я делаю полезный напиток из калины – калиновый квас. Нравится он мне не только своим вкусом, своей пользой, но еще и сами бутылочки из стекла в сочетании с яркими ягодами очень нарядно смотрятся и, мне кажется, служат отличным украшением сами по себе. Поднимают настроение и цепляют взгляд. Вкусный напиток знаком мне с детства. Его делала моя мама, моя бабушка, поэтому я думаю, что рецепт старинный. Ну, как рецепт? Технология наипростейшая на самом деле. Сахар, вода, ягоды. Больше ничего не нужно. Дрожжи не используются, потому что в ход идут те дрожжи, которые находятся на поверхности самих ягод. Поэтому после сбора ягоды не нужно тщательно мыть, особенно горячей водой. Достаточно ополоснуть их прохладной водой от пыли. И перед тем, как мыть, нужно удалить потемневшие и засохшие ягоды, чтобы они не портили вид и вкус напитка. Раздавила несколько ягод вилкой для того, чтобы они быстрее отдали свой вкус. Грозди калины использую целиком, ягодки не отделяю, потому что там тоже находятся дикие дрожжи, которые как раз и будут сквашивать напиток. В литровую или в 1,5-литровую емкость добавляю 2-3 столовых ложки сахара с горкой. Еще сегодня добавила мяту. Захотелось попробовать, что из этого получится. Обычно добавляю только калину. Воду использую обычную, ту, которую мы пьем, не кипяченую. Крышечка не должна плотно закрывать емкость, потому что пузырьки углекислого газа должны найти выход. Сахар не растворяю, он впоследствии растворится сам. Буквально на следующий день или через день жидкость начнет мутнеть, пойдут процессы брожения. Это сегодняшние ягоды, а на заднем плане бутылка, в которой квас делается примерно уже месяц или полтора. Ягоды там заметно светлее. Засохшие ягодки, почерневшие, можно разбросать где-нибудь на природе, на опушке леса, например, для того, чтобы размножить это прекрасное и полезное растение. Скорость брожения, так же как и в случае с тестом, зависит от многих причин и в первую очередь от температуры в помещении. На третий день я вижу активное брожение. Жидкость помутнела и появился кислый запах. Еще через пару дней жидкость посветлела, запах стал более приятным, на вкус квас тоже приятен, и поэтому я его разливаю в бутылки, в которых он будет храниться уже в холодильнике. И вот уже эти бутылочки для хранения в холодильнике должны закрываться плотно. Очень приятный сладко-кислый напиток получается с ярко выраженным ароматом и вкусом калины. В холодильнике квас хорошо стоит неделями без изменения вкуса. Можно его и не сливать полностью, не убирать в холодильник. Отлили стаканчик, выпили, туда же добавили воды, немножечко сахара, и пусть он стоит, бродит дальше. То есть хранение в холодильнике совершенно не обязательно. Но учтите, что чем больше квас находится в тепле, чем дольше, тем более кислым будет его вкус. Когда ягоды заливаем водой впервые, брожение активное может начаться на 3-й, на 4-е сутки. Можно оставить его и на неделю, но последующие порции будут созревать гораздо быстрее. Готовый напиток слила, убрала в холодильник. В эти же ягоды добавляю новую порцию сахара, новую порцию воды, и процесс запускается заново. И так я буду поступать много-много раз до тех пор, пока ягоды не отдадут полностью свой вкус и их присутствие в напитке будет бесполезным. Тогда нужно будет их заменить на новые или хотя бы часть. На этом у меня на сегодня все. Всех с наступающим Новым годом, отличного настроения всем, здоровья и всего самого наилучшего. До новых встреч на канале. Пока!